Следующий проект, внимание, будет много букв «Р». Итак, наукограды 2.0. Сохранение идентичности и уникальной среды советских наукоградов 60-х проткнено и пущено в условиях объединения с историческим городом Серпуховым в городском округе Серпухов. Друзья, Арестова Елизавета, поприветствуем! Здравствуйте, дорогие эксперты. Хочу вам сказать, что, в принципе, будет не только сложное название, но еще сложная тема. Возможно, кого-то расстроит, кого-то нет. В общем, я буду говорить про идентичность наукоградов, про важность ее сохранения. И я думаю, вы все знаете, что я работаю в Роттердаме и живу там, но приехала специально на проект «Архитектор РФ», потому что мой город в беде. И нужно устроить нормальный такой скандал, чтобы все взбодрились и привлекли свое внимание к этой проблеме. Начать я хочу с того, что поблагодарю мою мою команду и огромное количество экспертов, которые согласились уделить свое время для того, чтобы пообщаться со мной на тему моего проекта. У меня было более 13 часов интервью, бесконечное количество времени на то, чтобы это все обработать, но это добавило большую глубину моему проекту. Так что огромное спасибо всем, кто принял участие. Актуальность проекта достаточно высока. В 2022 году в России объявлено десятилетие науки и технологий, что выдвигает науку снова в сферу интереса государственных программ. Второй вопрос – это рост интереса к локальному туризму и конкретно к советскому модернизму. А наукограды дают еще уникальную возможность посетить среду для ученых. Ну и, конечно, третье – это сохранение среды обитания. Мы тут про устойчивость и про технологии, и наукоград Протвино – это моя среда обитания. Соответственно, я обеспокоена ее будущим, хочу ее сохранить в лучшем виде. Я занимаюсь вопросами сохранения идентичности города с 2018 года в рамках своего исследовательского проекта «Проект Протвино». И, собственно, это практически 8 лет. Так что я очень горда представлять вам этот проект здесь, на этой сцене. Для того, чтобы мы с вами были немного в контексте, мне нужно вас погрузить в тему. Что же такое наукоград? Наукоград – это город, градообразующим предприятием которого является развитый научно-промышленный комплекс. Термин наукоград появился в 1991 году, и он появился уже после того, как по факту города возникли, просто для того, чтобы во времена перестройки их защитить от разрушения. Официально в России 11 наукоградов, и это меньше 1% от всех городов России, что делает их, в принципе, уникальной и очень штучной историей. Наукограды в инновационной системе Российской Федерации находятся в секторе исследований и разработок, и наряду с Академией наук и некоммерческими исследовательскими организациями управляется правительством. Научно-производственный комплекс наукограда состоит из 4 компонентов. Это наука, производство, образование и инновации. При этом в определении нет ни одного слова про уникальную среду наукоградов, и это, собственно говоря, является большой проблемой, потому что меняет полностью отношение к ним, как к городам. Я, как житель наукограда, знаю, что эта особенность есть, и мне потребовалось довольно много времени для того, чтобы как-то попытаться сформировать восприятие среды и донести ее до вас понятным, доступным, надеюсь, языком. Каждый наукоград уникален, и их специфику необходимо учитывать при планировании дальнейшей траектории их развития. Зачем же строили наукограды? Для этого нам с вами придется погрузиться в социально-исторический, политический контекст. Нетрудно заметить то, что 20 век был достаточно богат на различные события, и после Второй мировой войны возникла необходимость разработать принципиально новый тип вооружения на основе атомной энергии. Собственно говоря, атомный проект СССР дал мощный старт развитию всех фундаментальных наук. Проблему атомного ядра невозможно было решить в изоляции, и для каждого направления науки был создан отдельный наукоград. С точки зрения архитектуры и градостроительства, это тоже был достаточно интересный период времени. Наукограды попали на период советского модернизма, причем конкретно Протвино попал на период международного модернизма. И нужно понимать, что
У архитекторов просто появилась уникальная возможность создать город полностью с нуля по самым передовым технологиям, используя самые крутые отечественные и зарубежные архитектурные и градостроительные стратегии с около неограниченным бюджетом и плюс еще для самой привилегированной касты жителей, то есть для ученых. Ну, то есть задача просто планетарного масштаба. И, что самое важное, это пробник города будущего. Потому что эпоха 60-х, вы помните, запуск первого человека в космос, все были на огромном подъеме, все считали, что физика — это то, что переместит всех в будущее и создаст лучший мир. В общем, атмосфера была, думаю, космическая. Несмотря на то, что Протвино и Пущино создавались практически в одно и то же время, они, даже в рамках этого объединения, Протвино, Пущино и Серпухов, они очень разные. Это связано с тем, что их строили разные организации. И Протвино — это был город, который строили атомщики. Соответственно, он был засекречен, назывался Серпухов-7. Привет седьмому потоку из прошлого. Вот. Ну, собственно, поскольку он был засекречен, соответственно, про него практически невозможно найти информацию. Я уверена, что многие из вас были на экскурсиях в Пущино, ну, либо что-то про них знают, и вы вряд ли что-нибудь знаете про Протвино. Собственно, задача наукоградов — эффективно поддерживать высокий исследовательский и интеллектуальный потенциал. И это достигалось за счет того, что там была очень насыщенная научная инфраструктура, большое количество ученых и инженеров на территории проживающих, плюс, помимо всего прочего, очень комфортные условия с точки зрения города как города. Среда наукоградов конкурировала с крупными городами типа Москвы и Петербурга, потому что задача была привлечь самых умных ребят туда уезжать. Наука, как и архитектура, в 20 веке становится коллективной, и, собственно, поэтому очень было важно собирать самых умных в одном месте. Это было связано с просто каким-то космическим масштабом проектов. И для того, чтобы это проиллюстрировать, можете посмотреть на картинку. Там вот маленький кружочек подписан У-70. Это самый мощный ускоритель в России, который у нас построен в Протвино. Рядом вы видите кружочек побольше. Это ускорительно-накопительный комплекс. И вот вопрос. Наукограды, говорят, там типа малые города. Много знаете малых городов, рядом с которым есть инфраструктурный объект размером с кольцевой ветки московского метро. 21 километр, расположен на глубине 20-60 метров. Как вам такое? Короче, в Протвино делается очень большая наука. Ценности Протвино я разделила на 4 большие группы. Это наука, архитектура, природа и люди. Все это вместе формирует уникальную атмосферу научного творчества для людей. Поэтому можно сказать, что понятие наукоград гораздо шире, чем просто формальное определение. И уникальная среда наукограда — это полноценный инструмент и очень важный фактор для достижения успеха в науке и технологиях. И, собственно говоря, наше научное и советское прошлое показывает, что эта схема работала. Проблема, про которую я сейчас говорю, это забвение и утрата идентичности наукограда Протвино в связи с объединением. Но в целом эта утрата происходила и раньше. И как же она происходила? В области науки город просто перестает упоминаться в интернете, в прессе, в научных статьях, заменяется на Серпухов. Хотя вот здесь положительный пример Троицка. Это наукоград в составе Москвы, но он при этом сохраняет свое название. Но, собственно, институт же никуда не переезжал, и это огромный инфраструктурный объект тоже. Во-вторых, с точки зрения архитектуры заменяются фасады, используются некрасивые цвета. Можете посмотреть на магазин «Русь», который раньше был классным, потом стал пятерочкой. И, собственно говоря, при ремонте разрушаются оригинальные предметы интерьера, которые прям там с 60-х годов были, но, в принципе, имеют историческую ценность. Природе тоже достается не меньше. Дорожки асфальтируются, деревья повреждаются во время благоустройства, зеленые ограждения вырубаются и заменяются на заборы. Но самая большая проблема — это, конечно, для людей, потому что утрата независимости — это очень большой удар как по самосознанию. Ну, то есть город до этого был с определенным статусом. И сейчас как бы становится немножко похож на район Серпухова, где типа все ездят в сельсовет по другим вопросам за 20 километров. Ну, как бы это немножко выглядит странно, в общем.
Проблема заключается в том, что такая ситуация, в принципе, не могла бы быть возможной, потому что Наукограды — это города областного подчинения, и они всегда являются центром городского округа и единственным городом в составе. В сложившейся ситуации получилось так, что у нас был создан городской округ с 3 центрами, ну, точнее, 2 ложных центра, 1 настоящий. Ну и, в общем, какая-то такая очень странная история. По факту получается, что статус Наукограда на законодательном уровне остался у города, но фактически все службы переехали в Серпухов, и как бы это, естественно, снижает престиж, комфорт для жителей, ну, собственно, вызывает, естественно, протест у жителей и большое расстройство. Ну и также это, собственно говоря, путь к потере уникальной идентичности Наукограда, в котором все вопросы решались по месту, все было сделано для того, чтобы максимально не отвлекаться от науки, а не кататься там за справкой куда-то в другой город. Ну и, конечно, это огромный риск потери кадрового потенциала. При этом забавный момент, но для Серпухова называться Наукоградом тоже довольно странно, потому что это исторический город, которому там 700 лет, у которого очень богатая культура. И ему говорят: так, все, с этого года ты Наукоград, и про свою историю можешь забыть. Короче, как одним предложением выбесить сразу 3 города. Вот. Собственно, текущая стратегия объединения выглядит следующим образом, и она совершенно непонятна, и нигде не афишируется, что вызывает еще более напряжение, рост напряжения у всех. Пока что по косвенным признакам видно, что эти 3 города пытаются просто смешать какую-то единую структуру, которая не учитывает идентичность ни одного из 3 городов. И это как бы выглядит как большая проблема. Если бы это было автопромом, то получилось бы что-то вроде этого, и у меня есть большие сомнения, что это транспортное средство куда-нибудь бы нас увезло. Требуется другая стратегия объединения, и Наукограды отличались всегда научным подходом во всем, в том числе и в управлении городами. Поэтому я предлагаю новую концепцию, которая называется «Серпуховский эффект. Протвинский вариант». Протвинский вариант — это фильм про Протвино 1995 года, а с серпуховским эффектом все гораздо интересней. Поговорим немного про ядерную физику. При взаимодействии частиц высокой энергии Да, Протвино — это город физиков. Значит, при взаимодействии частиц высокой энергии раньше считалось, что бывает всего 2 пути. Это меняется направление первоначального движения частиц или рождаются новые частицы. В принципе, так было до того, как был построен ускоритель в Протвино. Он был в 2 раза мощнее всех существующих на тот момент в мире, и было сделано открытие, которое перевернуло весь мир ядерной физики. Этот эффект, который был обнаружен, получил название Серпуховский, и он говорит о том, что при взаимодействии частиц высокой энергии они становятся друг для друга как будто прозрачными и проходят друг сквозь друга без разрушения. Мне кажется, что данный эффект может быть переложен на архитектуру, и можно сказать, что это такая концепция развития, когда города движутся по своей индивидуальной орбите, взаимодействуя, сохраняют уникальные черты, будучи единым пространством для инноваций. Ну, во-вторых, это просто звучит круто. В-третьих, мне очень нравится то, что открытие было сделано в Протвино. При этом там есть отсылка к тому, что город когда-то был Серпуховым. Ну и, в общем, в связи со всей этой концепцией объединения Серпухова, мне кажется, это очень хороший был бы ход. Подобное явление в науке называется конвергенцией. То есть это такой вариант объединения без разрушения, где каждый город становится лучшей версией себя. Все стратегии современные развития, инновационные, строятся на конвергенции. И Наукограды — это как раз, во-первых, они изначально строились как экспериментальные площадки, и я думаю, что они сейчас могут стать такими экспериментальными площадками для новых идей в различных областях. В области науки, технологий, коммуникации, работы с сообществами, управления сложными городскими структурами, методами работы с природными территориями в городе. Проще говоря, протвиновацией. Перенесемся в 1931 год. Предположим, что все, что я сейчас говорила, кто-то услышал, и мы продвинулись в светлое будущее. Время подводить итоги. И что же мы увидим в Протвино, если оно пойдет по этому курсу? Ну, во-первых, можем посмотреть, как будет выглядеть магазин «Русь», если мы с него снимем некрасивые фасады. Слева вы можете увидеть некоторый чек-лист, на котором
были отмечены лучшие стратегии, которые мы применили. То есть это не просто какая-то концепция из выдуманных шагов, это просто набор шагов, которые мы можем сделать. И в том числе здесь есть очень важный шаг по взаимодействию с природой, с привлечением как раз биологов, сохранением диких участков. Ну, собственно, потому что 54% города занимает настоящий сосновый лес. И, безусловно, нужны консультации специалистов. Ну и, конечно, я думаю, что необходимо создать центр развития наукоградов. И просто потому, что это очень узкая, с одной стороны, с другой стороны, комплексная и сложная задача. С другой стороны, в области науки и взаимодействия с сообществами мы можем вернуть науку в город, сделать так, чтобы про город снова все услышали, чтобы наукой стало заниматься модно, чтобы стало понятно, что среда — это очень важный компонент, и его стоит сохранять и уделять ему пристальное внимание. Можете обратить внимание, что внизу последний вопрос, последний пункт. Здесь может быть ваша идея. И я думаю, что очень классно было бы где-нибудь повзаимодействовать и попробовать придумать что-нибудь новое. Мы сейчас говорим про развитие инновационных моделей городов, которые могли бы быть протестированы, собственно говоря, на наукоградах. Вот. Сейчас мы с вами в 26-м году, и нужно попробовать что-нибудь придумать. Я всегда хотела стать ученым. Возможно, с этим как-то связан город, возможно, нет. И мне безумно нравится процесс получения, собственно говоря, знаний. Вот. Но я все-таки убеждена, что в этом виновата среда города. И для этого проекта, проект Протвино, я как бы в рамках работы на архитекторах РФ здесь создала сайт, куда я планирую выкладывать какую-то интересную информацию по городу, потому что, как я сказала, ее довольно трудно найти. Все, что есть, очень скучное и неинтересное. Там же есть отдельная страница, посвященная Серпуховскому эффекту, где вы можете посмотреть стратегии, про которые я говорила, и всякие интересные фактики. Вот, я надеюсь, что это вас как бы заинтересует к тому, что вы можете уже сейчас прям собраться, поехать погулять, попробовать эту атмосферу считать. Вот. Ну, собственно говоря, задача проекта была как-то проинформировать вас о том, что такая проблематика имеется. Я не могу сказать, что у меня есть прям какая-то четкая стратегия, как это нужно внедрить. Я бы хотела предложить всем, кто заинтересован в сохранении наукограда, в сохранении архитектуры, как-то присоединиться, в общем, к этому проекту. И у меня есть тут стикерочки, вот, на которых, в принципе, тоже есть QR-коды, куда вы можете пройти, посмотреть. Вот объекты, которые здесь изображены, тоже можно встретить в Протвино. И их разработал дизайнер из Протвино. В общем, вы их можете себе взять, тоже они будут разложены там у нас в буфетной зоне. Вот. Ну, собственно, это, наверное, все, что хотела сказать. До встречи в Протвино. Лиза, спасибо большое тебе за эту красивую презентацию и эти красивые метафоры про частицы. Это что-то особенное. Лично мое сердце это покорило. Друзья, я рада передать для обратной связи слово экспертам. Глеб, Илья, Анна, кто хочет взять первое слово? Я микрофон пока включен. Да. Всем привет. Привет. Лиз, такой вопрос, не совсем в тему. Это протвинский дизайнер или пущинский все-таки? Протвинский. А кто? Дмитрий Чеканов. Класс. Там написано. Я думал, там Слепшева Настя. Сверху. Ну, не суть. Можно я тогда начну как Серпухович, да, как человек, который делал социологические исследования как раз-таки Серпухова, Протвино и Пущина в рамках этого объединения, и меня эта тема тоже максимально беспокоит. А вопрос вот такой. Какой экономический эффект вообще от этого, скажем так, от этой концепции? Потому что в твоем выступлении я не увидел вообще проблем экономики города. И вопрос такой еще, второй туда же. Что было с Протвино с 90-го года по 2020? Почему вот объединение прям зло, а вот эти вот 30 лет до, скажем так, процессов начатых по объединению, что было с Протвино в это время? Так, ну если коротко ответить на первый вопрос касаемо экономического эффекта, основная идея моей концепции в том, что по сути как бы объединяться территориально, прямо физически сливаться в один город, необходимости большой не было.
изначально? Я говорю про создание некоторого пространства. То есть, по сути, когда 3 города могут взаимодействовать вместе. Я убеждена, что в сложившейся ситуации как раз Серпухов мог бы стать площадкой, куда можно было бы физически приземляться, просто потому что Наукограды не приспособлены ни к турпотоку, там нету гостиниц, там негде остановиться, и в принципе там вся среда предполагает, что ты замедляешься, ходишь среди деревьев, думаешь про физику, и никакого кипиша, никаких вечеринок, это вообще не то. Ну, как бы оттуда спокойно выезжаешь на конференцию и снова возвращаешься назад в свое уединение. То есть здесь экономический эффект может быть, наверное, если... Ну, вообще, мне кажется, что это было бы интересно, что просто люди бы захотели поизучать, собственно говоря, науку в своей стране, поездить по таким городам, и это бы реализовывалось через Серпухов, а как следствие могло бы экономически распределиться на все остальные города. Ну, во-вторых, самая важная суть наукоградов – это научные открытия. То есть в этих городах должны делаться открытия. Если они делаются и реализуются, в Серпухове много промышленности. То есть, условно говоря, в Наукограде в Протвино и в Пущино можно что-то изобрести, в Серпухове это сделать, продавать. Вот, пожалуйста, как бы доход. Собственно, основа научно-промышленный комплекс. Что касается вопроса того, что было с Протвино. Ну, кстати, нужно понимать, что наукограды – это всегда чисто дотационная история, то есть это никогда не было самоокупаемостью, потому что фундаментальная наука не приносит тебе прибыль быструю. И если как бы государство не готово вкладываться в фундаментальную науку, оно себе стреляет просто в колено в плане того, что как бы никаких инноваций не будет. Потому что фундаментальная наука – это основной, собственно говоря, бульон, откуда порождаются потом различные открытия, научные в других уже прикладных областях. И фундаментальные города, Пущино, фундаментальные науки в городах, конкретно у нас Пущино и Протвино оба фундаментальные, они всегда будут дотационными. Что у нас было с Протвино с 90-х до 2020-х? Ну, в 90-х у нас развалился Советский Союз, прекратились выплаты в такие города. Естественно, первое, что отвалилось, это наука. Соответственно, наукограды должны были выживать. В наукоградах была самая высокая безработица, потому что до этого они были заизолированы, суперзалюбленные с точки зрения социальных всяких благ. Это привело к тому, что часть ученых начала уезжать за рубеж, другая часть начала уходить из науки в другие области, просто где хотя бы платят деньги. Собственно, это была огромная потеря кадрового потенциала в то время. И потом, получается, это все продолжалось, наверное, до 91-го, точнее нет, в 98-м году был организован Союз наукоградов, когда как раз ввели этот термин, попытались дать немного дотаций этим городам. Протвино статус наукограда получил в 2008 году. И с этого времени им начали выплачивать немного денег, чтобы они какую-то поддержку получали. Ну и, собственно, с 2008 начались всякие приколы с городом, типа заделка фасадов, всякие непонятные ремонты, потому что денег давали мало. На поддержку такой уникальной, красивой среды, естественно, этого не хватало. Делать нужно было что-то, вместо того, чтобы просто как-то это попробовать, подождать до того момента, когда можно будет какими-то проектами грантовыми что-то сделать нормальное. Начали делать всякие некрасивые вещи и серьезнее все усугублять. То есть прям портить архитектурную среду города. Вот, это у нас 10-е года. Это, в принципе, какие-то непонятные ситуации с управлением можно просто считать с того, что у города не было мэра. То есть были только замы, нет, исполняющие обязанности. Политика как бы... С точки зрения управления наукоградов, хороший пример – это Обнинск. Потому что там плюс-минус существуют все те структуры, которые должны быть в Наукограде. Научно-технический совет, совет директоров, который отвечает за экономическую составляющую. То есть Наукограды, они в принципе никогда не были включены в экономику, потому что государство было заказчиком и, собственно, покупало все, что они производили. Сейчас сложно сказать, есть ли необходимость включать Наукограды в экономику в классическом понимании. Фундаментальные, ну не знаю, есть ли смысл. Прикладные, конечно, безусловно. Поэтому ожидать, что они будут прям зарабатывать деньги, нельзя. Но при этом очень показательно то, что есть мнение, что Силиконовая долина в США построена на основе концепции наукоградов советских. То есть я считаю, что этот опыт необходимо изучить, задокументировать и применять, собственно говоря, при строительстве новых городов. Ну и, собственно говоря, разговоры о том, чтобы объединить Пущино, Серпухово и Протвино, они были довольно давно, но никто не думал, что объединение произойдет именно вот так. То есть это как бы шок-контент. Вот. Как-то так. Надеюсь, ответила на вопрос.
Да, спасибо. Просто вот меня зацепила очень твоя концепция про серпуховский эффект, то, что мы должны стать немного прозрачными друг для друга и никак не воздействовать. Мы и так прозрачны друг для друга, и если Серпухов не видит проблем Протвино, то Протвино не видит проблем Серпухова. Поэтому как будто бы история о том, что было бы классно подсветить как раз-таки наши сильные стороны и слабые стороны, и их попробовать решить вместе. Так Потому об что этом... если мы прям прозрачными друг для друга станем, это будет такое. Не-не-не, так об этом был вопрос. То, что в этом была, точнее, суть идеи, в том, что как раз конвергенция, которую я сказала, собственно, Серпуховский эффект является его примером, это как раз та суть, когда берутся методы из одной, грубо говоря, технической дисциплины и применяются в другом. Так и здесь. Эти три города могут взаимодействовать. Просто им не обязательно сталкиваться и разлетаться, либо становиться чем-то другим. Они могут делать это в своем стиле, но при этом как бы не игнорируя проблемы и сильные стороны других. То есть это больше про коммуникации на самом деле. Вот. Это второй большой вопрос с коммуникациями, с общениями. Просто я считаю, что невозможно обсуждать архитектурную среду без выдачи контекста очень сложного, потому что в противном случае это просто разговоры про сохранение всего, что там, я не знаю, мне нравится модернизм, я пытаюсь его сохранить. На самом деле тут вопрос гораздо глубже. Вот. И это просто один из аспектов. Спасибо. Спасибо. Привет. Спасибо большое за презентацию. Вообще мне очень близок город Реутов. Вот, и я его тоже там увидела. И я вообще всегда думала, что Наукоград это что-то такое базовое, просто типа какой-то город и дали Наукоград. Почему Реутово? Это вопрос офф-топ, мне просто интересно, почему Реутову дали город Наукоград? Если вдруг ты знаешь. Почему Наукоград? Да, и что в нем такого наукоградского? Сейчас я вспомню. Там, по-моему, химическая промышленность и разработка материалов. Это, в принципе, можем посмотреть, потому что я там подписала, чем они занимаются. Потому что у каждого из них своя специализация. Вот. Сейчас мы с вами посмотрим. И в целом мне было интересно, что я знала, что такое Серпухов, но вот про Протвино я вообще впервые услышала, что там, оказывается, такое какое-то бешеное было производство и вообще такие технологии, которые как будто бы утеряны, это все очень грустно. Но спасибо большое за презентацию, у меня в целом вопросов нету, если только про Реутов, просто интересно лично. Сейчас попробую найти. Вон он, Реутов. Так, вот Реутов у нас космонавтика. Да? То есть там, видимо, разрабатывают что-то для них. Но еще хотела сказать, что есть вероятность, что вы в ближайшее время услышите про Протвино, потому что планируется неподалеку строительство огроменного синхротрона лазера «Сила» за 140 миллиардов рублей. Вот. И, возможно, вот это огромное кольцо, про которое я рассказала, наконец-то дооборудуют, и там тоже будут всякие космические вещи происходить. Но просто суть в том, что если начнут туда вливаться деньги без какой-то внятной стратегии, то есть риск того, что город Протвино окончательно потеряет свою уникальность, поэтому нужно этот вопрос поднять прямо сейчас срочно. Вот. Реутов вообще отсутствует уникальность. Королев тоже. Для меня, они для меня однотипные, но, может быть, я очень бедно так смотрю на эту среду. Нет, я объясню. Насчет Реутова не могу сказать, потому что я вот его конкретно не изучала, но если брать Королев и Жуковский, то это наукограды, которые были построены до Второй мировой войны, когда у нас основные задачи наукоградов были производство военных машин. То есть типа танки и авиация. Это наукограды первой волны, так называемые. Так, здесь, наверное, плохо видно. Вот, это, короче, все, что было до 1941 года. Наукограды, про которые я говорю, типа Протвино, Пущино, они, я здесь обозначила дату 1954, потому что это строительство Обнинска, которое считается первым атомградом. То есть это разработка новой технологии на атомной энергии. Вот. Поэтому вот у этих городов ярко выраженная индивидуальность. У предыдущих есть, но она пока еще размыта, потому что здесь все строилось по единому генплану. И, собственно говоря, главный архитектор Протвино, он половину жизни положил на город. И все 27 лет, что ему отвелось, он вел непрерывный авторский надзор. То есть это причина, почему город такой классный. То есть он там жил и следил за ним. Вот. В общем, про это можно почитать. Я про это тоже написала на сайте. Я еще, наверное, скажу тоже.
проект интересный, все здорово. Я только, наверное, не до конца его понял. Вот. Но не думаю, что это проблема проекта. Есть у меня один только вопрос. Вот, особенно пример с пятерочкой такой. Действительно ли проблема, что вот появилась пятерочка и испортила, скажем так, фасад? Это из-за того, что вот так города объединились, а не просто проблем там какого-то регулирования. То есть, ну тут я скажу единственный тейк, как будто бы вот немножко проблема объединения городов немножко так натянута, что это в целом просто есть проблема в управлении этими городами. Вот, условно, там плохая там администрация или что-то такое. Вот. И, возможно, это там не только из-за того, что их объединили и там лишили статуса там, суверенного, скажем так, города. Вот. Ну и второе, чего не хватило, может быть, какого-то плана графика, что вы дальше будете делать, ну, чтобы все поправить. На сайте посмотрел, видел, будет этот техно-рейв в коллайдере, ну вот в этом вот типа коллайдере, видимо, это пока не проработано. Вот. Ну то есть на сайте вроде, да, есть новости, вот это все пока прикольно звучит, вот, но не знаю, будете ли вы дальше этим заниматься, вот, и как будете. Вот. Но это даже не то, что вопрос, а просто такой как комментарий. Спасибо. А можно я тогда перехвачу и отвечу, попробую товарищу эксперту. Проблема в том, что у нас в целом в Серпухове нет главного архитектора, хотя это купеческая застройка, больше 148 ЛКН в историческом центре. Пущино и Протвино – это памятники модернизма. И у нас тоже там нет архитектора. У нас в целом в администрации нет ни одного архитектора, ПГСника, хотя бы даже мостовика, не знаю, ну какого-нибудь человека, который знает, как это вообще все работает. И уникальность Протвино, почему она не прозвучала, я вот не знаю, это город-лес. То есть идентичность местных жителей сформирована лесом и модернизмом. И, соответственно, как работать с вот этими инструментами, никто не знает. Ну вот я про это больше говорю, что вот по сути до объединения, видимо, не было архитекторов, после объединения их также нет. Ну то есть тут просто как будто такой красной линией было, что вот все стало плохо и после объединения. А мне кажется, как будто ну вот я к этому и подводил то, что не совсем во время объединения, но объединение может добить город действительно. Вот, если это неправильно сейчас сделать. Ну, я не говорила то, что это все началось в момент объединения. Я сказала, что я занимаюсь проблемами идентичности с 2018 года. Объединение произошло прямо вот буквально недавно. Вот, оно просто, да, может это все сильнее ускорить. Насчет того, что город определяет лес, да, но все-таки в первую очередь наука, потому что он строился как наукоград. Но при этом, подчеркиваю, природу я вынесла в отдельную категорию, наряду с архитектурой, наукой и людьми, потому что действительно лес занимает огромную территорию, это характерная особенность всех наукоградов. Что я планирую делать дальше с проектом? Ну, во-первых, у меня есть мысль на тему того, чтобы в следующем году провести, ну или хотя бы предложить провести фестиваль, потому что нашему Протвинскому ускорителю будет 60 лет. И было бы круто, во-первых, выпустить мерч, во-вторых, провести какой-нибудь фестиваль. И ты, кстати, Глеб, можешь помочь это сделать, потому что тема отличная, мне кажется. Вот, вы можете все приехать и посмотреть. Вот. Во-вторых, у меня, в принципе, конкретно по этому исследованию накопилось очень много материалов, и я думаю, что это можно собрать в какую-то буклет, книгу, просто для того, чтобы это было, и можно было как-то распространять. Ну и, в принципе, повысить образованность, осведомленность людей в вопросе. Вот, в-третьих, в идеале, конечно, бы начать разрабатывать какую-то модель, собственно, по работе с такими городами. Будет ли это центр компетенций или нет. Собственно, я бы хотела, чтобы те люди, у которых возникли какие-то идеи, как это можно сделать, просто прошли по штрих-коду и написали мне, и мы, может быть, что-нибудь обсудим и придумаем что-то новое. Потому что в наукоградах можно это тестировать, какие-то мысли в плане управления, в плане коммуникаций. В общем, я думаю, что это будет какое-то коллективное творчество. Открытия, как и прежде, в одиночку не делаются. Тут нужна команда. Вот, как-то так. Елизавета, спасибо.